Друзья, всем здорово! Сегодня мы полетаем на Гольфе 6 GTI. Мало ли кто не знает, это заряженная спортивная версия Гольфа. Она, получается, идет в этом поколении третья по мощности. То есть на первом месте у нас идет R, самая быстрая, потом идет GTI 35 Edition и на третьем месте как раз-таки вот обычный GTI. Эти машины выпускались с 2009 по 2012 год. Сейчас на вторичке они стоят примерно от $8000. Это в целом минимум. То есть я не говорю, что это живые машины, за эти деньги можно купить. Это прям само начало рынка. Ну, а потолка его как бы не существует. Тут уже очень многое зависит от комплектации, от пробега. Трехдверная версия или пятидверная, механика или автомат. Ну и что самое главное, конечно же, это от шизы владельца. Хочу сказать пару слов по поводу кузова. На дизайне не вижу смысла акцентировать внимание. Думаю, ее вот так уже все знают, многим она полюбилась. Вот просто мое субъективное мнение, что даже нет, наоборот, как раз таки объективно, как по мне, машина выглядит достаточно актуально и по сей день. Что действительно важно и о чем бы я хотел рассказать, это то, что у машины есть небольшие проблемки с коррозией. Не могу сказать, что она прям стремится вернуться в землю, но есть определенные проблемные зоны, на которые стоит обратить внимание и при покупке. Распространенная ваговская болячка – это то, что появляются рыжики вокруг ручек. Я не могу сказать, что это какая-то критическая проблема, просто ее нужно тщательно устранять. Она как бы начинает гнить с торца металла, то есть зачастую ржавчина появляется и снутри двери, и снаружи. И поэтому, чтобы это устранить, по-хорошему нужно разобрать дверь, зачистить ее изнутри, зачистить снаружи, обработать, покрасить. Короче, это вроде бы небольшая проблема, которая может вылиться в копеечку. Дальше арки, как передние, так и задние. Если машина там свежепригнана или по какой-то причине у нее еще нет антикора, обязательно нужно заантикорить арки, потому что я видел в интернете картинки, когда они прогнивают насквозь. Все-таки это будет уже далеко неприятно. Ну, естественно, на это все стоит обратить обязательно свое внимание при покупке. Следующее, тут, кстати, такой момент, я вроде бы вживую таких вещей не видел, но на форумах находил, что начинает появляться ржавчина вокруг лобового стекла. И следующий момент — это пороги. Зачастую как все происходит, пескострует порог там гравием и прочей всякой фигней, краска отпадает, он начинает гнить. Ну и за всем кузовом нужно нормально следить. Блин, для меня это было немножечко непривычно, но нужно ходить вокруг машины, находить какие-то сколы, рыжики, зачищать их, закрашивать, а то можно случайно получить Red Look. И теперь наконец-то поговорим о самом интересном, о том, что делает эту машину интересной и отличает ее от других гольфов, о силовой установке. Я 3.8 Gen 2, 210 сил, 280 ньютонов крутящего момента. Здесь, по сути, есть все технологии современные, чтобы делать этот мотор мощным. Ну и, конечно, чтобы было чему ломаться. Это и турбина, и непосредственный впрыск, и фаза вращательного впускного баллона. Мотор работает в паре либо с шестиступенчатой механикой, либо шестиступенчатой роботизированной коробкой DSG. По поводу надежности этих двигателей ходит огромное количество споров. Кто-то говорит, что это откровенное дерьмо, кто-то говорит, что более-менее нормальные моторы. На самом деле эта идея имеет место быть, потому что вышли они сырыми, и было немало конструктивных недочетов. Основная проблема — это масложор и то, что очень быстро растягивалась цепь ГРМ. Масложор был потому, что, опять же, я говорю, конструктивный недочет, слишком тонкие маслосъемные кольца и тонкие маслоотводящие каналы, которые очень быстро закоксовывались. В итоге масложор мог быть там с завода чуть ли не 1000 километров. Это в целом проблема практически всех Gen 2 моторов. Здесь же стоит, кому интересно, двигатель маркировкой CCZB. Если хотите, почитайте побольше информации. И вроде бы как считается, что это уже не ранние двигатели, и здесь уже с масложором не такая уж и большая беда. Но, по сути, наверное, единственный вот вариант, чтобы точно масложора не было, это взять машину с 2012 года. Точнее, чтобы он был, не то чтобы его не было, чтобы он был минимальный. Потому что в 2012 году вышла самая последняя, самая удачная ревизия поршней с кольцами и цепи с натяжителем. И, ну, практически, можно сказать, проблема с масложором была поборена. Так можно сказать? Поборена. Чему я это все рассказываю? Я к тому, что, скорее всего, к вам в руки попадет автомобиль уже либо с откапиталенным мотором, с новыми запчастями, потому что кто-то получил по гарантии эти запчасти, а кто-то уже поставил сам. Но, скорее всего, они бы не доходили уже до этих пробегов, потому что, ну, в среднем вы получите машину точно за 150 тысяч километров пробег. И то же самое, цепь новая нормально ходит, новые ревизии, они уже ходят больше 100 тысяч, это 100%, ну, в зависимости от условий эксплуатации. Предыдущая же цепь
до 100 тысяч даже особо не дохаживало. Либо же вы купите автомобиль 2012 года, в котором уже все это установлено с завода. По большому счету, опять же, да, двигатель имеет определенные нюансы, но в нынешних реалиях, в нынешних условиях надежности современных автомобилей, современных моторов, это достаточно, нормальные моторы. Плюс давайте учитывать тот факт, что в любом случае, если вы берете технологичный мотор, мощный мотор, за ним нужно определенным образом ухаживать, и он 100% будет менее надежным, чем простенькие атмосферные движки без технологий. Я вот хотел бы посоветовать всем, кто будет брать подобные моторы, не только от Volkswagen, а вообще от любого производителя, более тщательно подходить к их выбору, не полениться, не зажать денег и времени, загнать машину, посмотреть мотор эндоскопом, там, возможно, померить компрессию. В целом, наверное, большую часть проблем таким образом можно будет избежать. А также радует тот факт, что другие дорогостоящие узлы ходят неплохо. Я сейчас говорю про ТНВД. Не могу сказать, что он прям дорогой. В районе $300 стоит ТНВД. В районе $100 стоят форсунки, которые тоже ходят долго. Турбина, я не помню уже сколько стоит, но я знаю, что тоже у турбин очень даже порядочный ресурс. Такой еще момент, забыл сказать, это не прям уж сверхраспространенная проблема, но встречается это то, что начинают вырабатываться кулачки на распредвалах, в основном на впускном распредвале. Он дорогой, в районе $600 стоит впускной распредвал оригинальный. В основном это связано либо с неправильной эксплуатацией, либо с проблемой с системой смазки. Под неправильной эксплуатацией я подразумеваю то, что менять редко масло. Редко, тут это чаще, реже. Реже, чем раз в 8 тысяч километров. По хорошему маслу нужно менять раз в 6-8 тысяч километров. И обязательно нужно следить за качеством масла. По сути, про мотор, я думаю, уже особо сказать нечего. Коробки. Про механику особо тоже говорить не вижу смысла. Механика, она и в Африке механика. Машины с ней дешевле в покупке, дешевле в эксплуатации и в ремонте. Здесь установлена шестиступенчатая коробка DQ250. Это робот с двойным сцеплением. Мокрая DSG. Это просто офигенно, это просто шикарные коробки. Несмотря на то, что про DSG тоже ходит огромное количество всяких легенд и мифов. Вот именно коробки с мокрым сцеплением просто шикарные. Быстро щелкают, низкий расход, хороший ресурс. Нюансы, конечно же, они есть. Раз в 50 тысяч километров нужно менять масло, и обязательно нужно заливать оригинальное. В районе, по-моему, $150-200 нужно на это все потратиться. То есть раз в 50 тысяч это не прям большие деньги. И второй момент это то, что нужно будет рано или поздно поменять комплект сцеплений с демпферным маховиком. Вот они дорогие. В районе 1500 евро. Это я узнавал в достаточно дорогом СТО, и это, насколько я помню, за оригинальные детали. То есть можно будет, я думаю, найти подешевле, если брать какой-то аналог. Я тут, честно говоря, не знаю, есть ли нормальные аналоги. Даже если брать любой там самый простенький гидротрансформатор, если вдруг его придется ремонтировать или, не дай бог, капиталить, можно спокойно перевалить за эти 1500 евро. И еще очень радует тот факт, что сцепление ходит реально долго. Если брать какие-то более гражданские машины, типа Passat и так далее, то я находил на форумах немало информации о том, что сцепление далеко за 300 тысяч ухаживать, 300, 400, даже 400 плюс тысяч километров я находил машины на родном сцеплении проехавшие. Тут стоит учитывать тот факт, что это в любом случае GTI, это Pro ланчи, это в любом случае гонки, педаль в пол, сцепление будет вырабатываться быстрее. Наверное, после 200, может быть, 250 тысяч его придется поменять. Не могу сказать, что это большая проблема, но это стоит иметь в виду при выборе машины. Если вас это не устраивает, а может вы берете машину под проект или вообще там под трек, тогда может быть лучше даже взять автомобиль на механике. Я думаю, он тоже по-своему будет интересный. Подведем итог по поводу силовой установки. Опять же, в нынешних реалиях вполне себе все хорошо, особенно с коробкой. Мотор нормальный, если попадется живой экземпляр. То есть нужно будет выбрать себе живой экземпляр. Все. И я хочу немножко нестандартно сделать последовательность тем в этом видео. Я думаю, всем интересно в первую очередь, как эта машина едет. Поэтому сейчас будут замеры, сейчас мы на ней погоняем, поговорим о ее ездовых характеристиках, а потом уже я буду рассказывать обо всем остальном, там о салоне, удобстве и прочих важных вещах. Но я думаю, действительно в первую очередь интересна как раз таки динамика, потому что это ж GTI. Так что погнали. Я думаю, начнем конкретно с замеров. Померяем 0-100,
Попробуем померить 100-200. Ключ. Ключ. Кстати, как на Бугатти, на секундочку. Да, это просто гениально. Поставить на машину классный, сочный, басовитый выхлоп и ограничитель оборотов, чтобы им нельзя было насладиться. На нейтралке, если что, тоже ничего не меняется. Но если вдруг. Все равно 4. Сначала замеряю разгон до 100 без ланча. Можете обратить внимание, что еду с маленького наклона. Но не думаю, что он критично повлияет на цифры. Теперь попробую стартовать с небольшого ланча, около 2000 оборотов. С 3 нет смысла, зацепа и так мало. Сейчас поехал довольно неплохо. Теперь попробую замерить 100-200. Ну, можно. Хочу заметить, что разгон 0-100 я делал с небольшой горочки. Я думаю, смело можно накинуть 0,1, максимум 0,2 секунды к разгону. Опять же, чтобы результат был более-менее валидным, нужно разогнаться по спидометру где-то до 205. Второй момент, что спидометр в любом случае немножко брешет. Я это, естественно, на видео учитывал и заканчивал разгон примерно на 105 км в час. Это будет, я думаю, честные 100 по-любому. Но было. Правда, единственное, что может немножко повлиять на результат, это тот факт, что я пару раз вильнул рулем. Если говорить про стабильный разгон 0-100, это без ланча будет, наверное, низкие 7, высокие 6. С ланчом это будет примерно, ну, наверное, я бы сказал, такие средние 6. То есть там 6,6, 6,5. Что на самом деле более чем достойно. Я лично разделяю мощные машины на две категории. Быстрые и спортивные. Быстрые машины — это просто машины с мощным двигателем, которые хорошо умеют ехать по прямой. В принципе, очень хороший пример — это какая-нибудь Camry 3.5. То есть это мощная машина, которая хорошо едет по прямой, но все, на этом ее сильные стороны с точки зрения динамики заканчивают. Спортивные же машины, там не всегда прям сверхмощные двигателя, но зачастую у них острая спортивная управляемость, то есть за счет спортивной подвески, и также очень производительные тормоза. Вот это как раз-таки про Golf GTI. То есть если, опять же, к динамике, к разгону ты привыкнешь достаточно быстро, то вот привыкнуть к совокупности характеристик и раскрыть весь потенциал этой машины вот как раз-таки с точки зрения мощности, управляемости и торможения будет очень сложно. Я лично думал, что я умею быстро ездить, но оказалось, что быстро ездить на медленной машине и быстро ездить на подобной машине — это две разные вещи. И я не могу раскрыть управляемость этой машины. Еще пару слов по поводу тормозов. Вообще их вот прям с головой хватает. Очень крутые тормоза, особенно пересев с обычной гражданской машины. Это прям удивляет. В повседневной жизни этого хватает с головой. Если, конечно, жестить в потоке, то да, перегреть тормоза, конечно же, можно. Но еще раз хочу акцентировать внимание на том, как же классно держит машина дорогу, как же она круто слушается руля, насколько она стабильна. Вот она просто вот такую уверенность дарит. Я когда замерял 100-200, ну или там 0-200, как это правильно назвать, впереди меня как раз было две машины. То есть одна, получается, ехала как раз в моем ряду, и сразу за ней там через несколько, ну там, наверное, через несколько сот метров ехала вторая машина в соседнем ряду. Я на 200 км в час объехал одну машину, объехал вторую машину. И я сделал это с такой уверенностью и с таким спокойствием. Серьезно, рулится тачка просто феноменально. То есть ее стихия — это точно не драгрейсинг, это точно не какие-нибудь светофорные гонки. Она раскрывается там, где можно нормально порулить. Ну, как вариант, опять же, это какие-то шашечки. Мы здесь ничего не осуждаем, мы просто говорим про машины. И второй вариант — это как раз-таки поехать на трек. Ну, а для тех, кому чего-либо мало, вот круто то, что это просто хорошая сбалансированная тачка. Вот у нее просто все характеристики как бы доведены до хорошего уровня. И можно
как бы подточить ее под те нужды, которые у вас. То есть еще круче можно сделать управляемость за счет более каких-то злых подвесок. Еще быстрее ее можно спокойно сделать, поехать $400 стейдж первый. И все, уже 260 лошадей, 380 ньютонов, никакого зацепа, 0-100 вообще практически не меняется, но 100-200 уже будет реально быстро. Если вдруг недостаточно тормозов, мало ли, огромное количество решений есть. То есть можно с каких-то более старших, более злых вагов поставить, там, по-моему, с ТТ РС ставят, по-моему, также с Гольфа R можно поставить, там чуть-чуть мощнее тормоза стоят. Есть огромное количество просто китов от сторонних производителей. То есть вообще из машины можно слепить то, что вам интересно. Я находил очень много крутых, интересных проектов на базе 6-го Гольфа. Поэтому это тоже, я считаю, большой плюс, особенно для автолюбителя. Особенно учитывая то, что это как раз та машина, ну, на самом деле, с которой хочется что-то делать. И хочется ее доработать, хочется ее как-то улучшить, хочется ее сделать больше под себя. Теперь можно поговорить про салон. Для меня самое главное, чтобы в салоне было достаточно места. В 6-м Гольфе с этим нет проблем. В принципе, даже удивительно, как для машины C-класса. Мне даже кажется, что вот если сравнивать с тем же Лансером, на который у меня есть обзор на канале, в Гольфе больше места, хотя внешне он кажется поменьше. Ну, ладно, все-таки хэтчбэк. Места достаточно везде, как спереди, так и сзади, как водителю, так и пассажиру, и в ногах, и по высоте, и по ширине. Но, опять же, я рассказываю, это как бы субъективные мои впечатления под мои параметры, под мои габариты. Следующее, о чем бы я хотел поговорить и на что бы хотел обратить внимание. Да, сиденья вообще шикарные. Опять же, для меня, мне они кажутся очень удобными. Очень выраженная боковая поддержка на больших скоростях в повороте. Действительно, они удерживают, они выполняют свою функцию. При этом достаточное количество регулировок для того, чтобы подстроить сиденье под себя. Классно выраженная поддержка поясницы, которая меняет свою высоту и меняет свою, ну, выраженность. Еще, ой, вот это вообще, это вот такая мелочь с одной стороны, но я не понимаю, почему в многих машинах не так. Подголовник. Во многих машинах тупо нефункциональный подголовник, который завален почему-то назад. Здесь из-за того, что, наверное, сиденья такие как бы спортивные, как бы скругленные сами по себе идут, поэтому, когда вы едете и запрокидываете голову, чтобы, ну, использовать подголовник, то вы сидите вот даже не то, что прямо, а немножко даже наклонившись вперед. Ну, а в данных реалиях это, наверное, самая анатомически правильная посадка. В телефонах же все втыкаем, и шея уже не привыкла назад отклоняться. Сзади, кстати, я не помню, говорил или нет, места тоже более чем достаточно. Вполне себе удобные сиденья. Сразу пару слов про задний ряд. Там имеется у нас подлокотник. И, кстати, очень удачное место для подстаканников, потому что если сидит сзади 3 человека, не нужно доставать подлокотник. Ну, точнее, когда сидит 3, это и невозможно сделать, но когда сидит 3, можно использовать подстаканники, которые находятся в ногах. А также, кстати, имеется лючок в багажник, да, можно перевозить лыжи. Неплохо. Так, буквально пару слов по поводу дизайна, по поводу внешнего вида. Придраться особо не к чему. Вполне себе симпатичный, современно выглядящий салон, минималистичный, ну, типичный ваг. Здорово смотрится. Мне очень нравится, как сделан блок управления климатом, то есть такой минималистичный, все в одном месте, но вот больше всего мне нравятся вот эти крутилки, как меняется температура. Вообще шикарно просто. И все это транслируется на дисплей. Он полностью интегрирован во все системы машины, как и стандартный дисплей. Но есть CarPlay. Докопаться с точки зрения внешности и эргономики особо и не к чему. И как же я обожаю, вот для меня, наверное, это одна из самых главных опций. Опять же, для кого-то мелочь, а для меня это сразу $1 000 000 во внешности машины и плюс 1000% к уюту. Это черный потолок. Не знаю, я просто... Мне кажется, самый главный фанат в мире черных потолков. Просто их обожаю. По поводу комплектации реально есть абсолютно, в принципе, все, что нужно в современном мире. Я сейчас буду говорить вот про максимальную вообще в целом комплектацию, а не ту, которая у этой машины. Имеется люк, имеется двухзонный климат-контроль, парктроники впереди, сзади, камера заднего вида. Опять же, мультимедиа, здесь она уже стоит нестандартно. Дальше есть, понятное дело, подогрев сидений, есть подогрев передних зеркал и, конечно же, электрорегулировки передних зеркал также имеются. Датчик дождя есть, датчик света и адаптивные фары.
И вот тут, правда, такой момент. Не хочется, конечно, сейчас обосраться, показать себя не совсем компетентным, но я не нашел вот нормальной информации по этому поводу. Электропривода, электрорегулировки сидений, вот насколько я нашел информацию, имеются только на водительском сидении. Я смотрел и там какие-то брошюрки, смотрел машины, которые продаются там у нас сейчас в Украине, вот везде. Только на пассажирском сидении электрические, только на водительском, точнее, электрические, а пассажир челядь двигается ручками. Ну вот, кто лучше знает по этому поводу, напишите в комментах, может ли быть электрорегулировки у пассажира. По сути, по поводу комплектации все, еще хотел бы обратить внимание на такие вот маленькие мелочушки, которые, ну, вроде бы они особо и не важны, но они вот как бы, ну, немножко на другой уровень вытаскивают автомобиль с точки зрения удобства. Во-первых, я просто в восторге от ваговских подстаканников, от того, как они сделаны, от вот этой шторки. Это просто шикарно выглядит, но это все вообще мелочи жизни. Смотрите, я вот уверен, в Rolls-Royce такого нет. Ладно, может в Rolls-Royce и есть, но во многих машинах нет. Это открывашка. То есть это перегородка из подстаканника, которая также несет функцию открывашки в себе. Это, ну, я не знаю. Я не понимаю, почему в других машинах ее нет. Следующий момент. Есть подсветка ног стандартная. Далее имеется вот такой вот прикольный отсек под сидушкой. А бардачок, на секундочку, с охлаждением. Это не так часто встретишь. По поводу козырьков тут в целом все стандартно. Есть зеркала и, конечно же, подсветочка. Подочечница имеется. Конечно же, регулируется руль. И регулируется он и по высоте, и по вылету. Кстати, вот руль, да, руль вообще заслуживает отдельного внимания. Он прям мега спортивный, такой скошенный. Многие люди, которые ездили со мной в этой машине, сразу обращали на него внимание. Смотрится он очень круто. И вот как по мне, я такой немножко чуть-чуть BMW дрочер, но лично мне нравится он даже побольше, чем М-шный руль. И подрулевые лепестки есть. Ну, тут, правда, я уже немножко приколхозил с Алиэкспресса вот такую тему. Наверное, буду ее снимать, потому что, ну, как-то внешний вид мне не совсем нравится. Я просто не совсем понимаю, зачем нужно было делать вот такие узенькие, манюсенькие лепесточки, которые, по сути, можно использовать только вот так. Если держаться за руль вот так, к ним невозможно дотянуться. Ну, может, мизинцами разве что, но никто ж мизинцами переключаться не будет. Не знаю, что было не сделать нормальные лепестки по размерам, вот как даже вот эти накладки. Какое-то глупое решение. И еще да, маленький момент, о чем я не сказал. Может, там кому-то интересно и важно. Это качество деталей и качество сборки. К сожалению, качество сборки уже оценить невозможно, потому что именно эта машина прошла 180 тысяч километров по нашим прекрасным дорогам. Понятное дело, салон уже начал издавать лишние звуки, там какие-то сверчки, что-то где-то поскрипывает. Но тут уже нельзя придираться к машине. Да, и лет немало, и пробег тоже уже внушительный. Может, с салона, с завода, так сказать, оно и не издавало лишние звуки. А по поводу качества материалов, в среднем они практически везде нормальные. Сиденья, кстати, важный момент, 180 тысяч километров, они выглядят очень даже достойно. То есть кожа износостойкая. Их можно сейчас загнать там в какой-то детейлинг и провести минимальную реставрацию, и они будут реально выглядеть как новыми. Замечательный салон для этого года, для этой цены, для этого класса. Придраться тупо не к чему. Что такой громкий? О, глянь, Golf R поехал синенький, прикольный. Мечта каждого водителя GTI — это когда-то купить Golf R. Эта машина является одной из самых универсальных и самых комфортных среди хот-хэтчей. Потому что зачастую хот-хэтчи, они такие больше корчеподобные. Даже во многих нет такой опции, как автоматическая коробка. Всегда будете ездить на механике. А здесь, как уже на протяжении всего видео, я надеюсь, смог донести, есть в целом все для того, чтобы ездить на этой машине комфортно. Но, конечно же, есть пару вещей, на которые я хотел бы обратить внимание. Первое — это достаточно жесткая подвеска. И это, конечно же, не проблема машины, а в первую очередь проблема наших замечательных дорог. Потому что машины проектируются под нормальные дороги, а не под вот это вот дерьмо. Правда, есть такой момент, что конкретно эта машина на 18-х колесах, а многие ездят на 17-х, так как и дешевле резина, и я уверен, там будет комфорта побольше. Ну вот в таком вот конфиге 18-е колеса и стоковая подвеска
Да, бывают моменты, когда машина жестковата. Повторюсь, это ни в коем случае не упрек, я просто говорю для тех людей, которые, может быть, не совсем понимают, что спортивная рулежка равно жесткая подвеска. Я уверен, такие ребята все-таки есть. И для вас лучше все-таки купить какую-то именно не спортивную, а быструю машину. Следующее, то, чего я не понимаю до сих пор, я вот сколько живу, сколько езжу на разных машинах, мне иногда хочется плакать. Шумоизоляция. Почему это до сих пор считается какой-то опцией? Нет, то есть, понятно, тут машина не современная, но это до сих пор какая-то прерогатива в основном дорогих машин. Но момент, 6-й GTI, когда он продавался официально, стоил, по-моему, что-то в районе 35-37 тысяч долларов. Так это же не дешево. И, по-моему, пару клочков какого-нибудь хотя бы войлока можно было кинуть, чтобы... Я вот не говорю, что она должна быть с такой шумкой, как, условно говоря, Rolls-Royce, да, или какие-то премиальные машины. Нет. Просто за эти деньги шумка должна быть получше. В любом случае. Потому что здесь реально некомфортно. Больше всего слышно шум колес. Также до определенной скорости слышны аэродинамические шумы. Но потом начинает работать аэродинамика лучше, и ветер практически не слышно. А шум колес надоедает капец как. Вот смотрите, даже сейчас покажу. Вот сейчас 60 км в час, и мне приходится все равно говорить достаточно громко. А на скорости за 100 км в час, по сути, даже музыка не спасает. Там музыку приходится выкручивать чуть ли не в максимум. Может быть, кто-то скажет, что это сделано специально, типа спорт, добавить какой-то корчевости и каких-то ощущений от езды. Нет. Просто, допустим, у машины достаточно громкий выхлоп. Это отдельно, о чем хочу рассказать. Он достаточно громкий, но при этом не назойливый, не людям в машине, не людям снаружи. Но его особенно не слышно. Вот, смотрите, я даже... Так, вот первая передача. 4000, газ пол. Такое ощущение, что его слышно на уровне с колес. Ну что ж, в завершении хочу сказать, что Golf GTI любой на самом деле, потому что, по сути, характер этой машины, он передается с каждым последующим поколением уже много лет. Это действительно очень интересный, сбалансированный и эмоциональный автомобиль. Автомобиль, который дарит эмоции, автомобиль, которым приятно управлять. Самая главная характеристика машины, как для меня, вот как для автолюбителя, это в первую очередь, хочется ли на этой машине ездить. Нормально это, когда у тебя такая машина, на которой тебе ездить, не западло. Когда появляются какие-то дела, ты такой, ладно, сел, поехал. То, к чему надо стремиться, повторюсь, если ты автолюбитель, это когда ты сам себе создаешь какие-то дела для того, чтобы проехаться на своем любимом автомобиле. Просто куда-то кофе поехать, попить в другой конец города, но лишь бы на своей любимой машине. И к этому надо стремиться, потому что жизнь очень короткая, чтобы ездить на скучных, нелюбимых и неинтересных машинах. Всем спасибо за внимание, удачи и увидимся в следующем видео.